Мода на огромные накачанные тела прошла, и культуризм уже не так интересен людям. Больше стало цениться подтянутое, атлетичное тело, развитие силы, выносливости и способность владеть этим телом в разных ситуациях. Все это можно достичь и в домашних условиях. Давайте разбираться, как это сделать. Это канал Владарович, и я уже 10 лет занимаюсь силовой калистеникой. Для старта тренировок дома вам понадобится хотя бы турник и пол. А в идеале это, конечно, такой набор. Турник, брусья, фитнес-резина разного натяжения и жилет-утяжелитель со сменной нагрузкой, ну или гиря с поясом. Это позволит закрыть все возможные задачи по упрощению или усложнению нагрузки и прокачке разных групп мышц, силовых показателей, либо количества раз. Первое, над чем стоит поработать, это повышение базовой подготовки в тянущих и толкающих движениях. То есть вариации подтягиваний, отжиманий и также не забывать про ноги. Пойдем по порядку, по уровням. Самым начинающим, кто имеет лишний вес или наоборот худощавый слаб, в общем, по каким-то причинам вы не можете выполнять подтягивания, отжимания на брусьях или же делаете это нестабильно до 5 повторений. Тогда вам подойдет такой набор упражнений. Это подтягивание с резиной, как ее выбрать и использовать, я уже делал подробное видео. Также австралийские подтягивания для тех, у кого есть дома хайлетс, это напольные брусья. Или же делаем австралийские сбоку на домашних настенных брусьях. Также поможет и вис на согнутых руках на турнике, без помощи или с резиной, который делаем в конце. Дальше это идут отжимания на брусьях, самостоятельно или с резиной, или заменяем отжиманиями с опорой на стулья или диван, руки сзади корпуса, если брусьев нет. Конечно же, это и отжимания от пола, и планка на локтях или ровных руках, скручивание на полу, лодочка для укрепления спины и упражнения на ноги. В интернете навалом демонстраций техники упражнений. Первым делом изучите каждое из этих движений, так и пишите в поиске на YouTube. Например, техника приседаний. И изучаем, практикуемся, снимаем себя на видео и пересматриваем и исправляем ошибки. Следующий вопрос: сколько раз делать новичку и какой порядок упражнений выбрать? Если вы делаете до 5 повторений или вообще не умеете упражнения, например, подтягивания, то строить свои тренировки необходимо на развитии нейромышечной связи мозга и тела, то есть делать много подходов с малым числом повторений. Как это применить на практике? Например, вы пару раз подтягиваетесь, около 10 раз отжимаетесь. Тогда тренироваться будем на общую сумму повторений за тренировку, за минимальное время. Отдых до минуты. Сумму ставим раз 20-30 и делаем за сколько сможем, по подходам. И так от тренировки к тренировке доходим до 100-150 раз в сумме и более. Либо дальше усложняем вариациями. На одной тренировке стоит сосредоточиться на одном-двух базовых упражнениях, не более, и совмещать лучше противоположные мышцы. Например, подтягивание как основное на тренировке и отжимания, облегченные вариации, или наоборот. А чтобы сильно не растягивать время тренировки, только одно упражнение делайте на общую сумму, например, подтягивание, а отжимания от пола просто 3-4 подхода, и на следующей тренировке меняемся. В конце можете сделать скручивание на пресс без отрыва поясницы и вис на согнутых руках. Или же делаем нагрузку без ограничений по времени за день, если есть такая возможность. То есть утром сделали несколько подходов, потом в обед и еще вечером. В следующих таких тренировочных днях ставим цель или сумму на 5-10 повторений больше, или пытаемся сделать за меньшее число подходов или меньше времени. Сколько отдыха делать между подобными тренировками, это уже подбирается индивидуально от уровня подготовки. Если делаете вариант тренировки с ногами дома или с отягощением тоже дома, то приседания мы ставим в начало, так как они наиболее энергозатратны. Новичку нет особо смысла делать изоляционные упражнения на отдельные мышцы, и пока выполнять только базовые многосуставные упражнения, где работают 2 и более групп мышц. То есть развивать крупные группы, например, спина, грудь, ноги. Именно они влияют на изменение фигуры в первую очередь, а не отдельная прокачка бицепса или пресса. И тут важна очередность, то есть если мы утомим руки предварительно, то сложно будет уже эффективно следующим упражнением нагрузить спину или грудь. Поэтому сначала на тренировке приседаем, тянем, толкаем, а потом уже тренируем бицепсы, пресс, трицепс.
Пока вы делаете небольшое количество подтягиваний, отжиманий в подходе, вы будете тренировать силу. Но как поступить, когда у вас застой в количестве, а вы хотите прогрессировать? Или наоборот, если вы уже в количестве выросли более 15-20 раз? Давайте разберем несколько методик тренировок. К слову, напомню, мой стаж силовых тренировок с 2011 года. Пишите мне в личные сообщения за помощью с индивидуальными программами тренировок и питания. Читайте десятки довольных отзывов на моем сайте. А также за символическую поддержку донатом на удобную сумму я отправлю вам свою книгу. Там ошибки в тренировках, рацион питания и большой материал по увеличению подтягиваний. Ссылки в закрепленном комментарии под видео. Так, как же усложнить нагрузку, если в первом варианте есть рост количества, но вы хотите работать на силу или массу? Можно или подключить дополнительный вес, что самое очевидно, то есть жилеты, гири, утяжелители на ноги, или усложнять вариации упражнений. В подтягиваниях можно переходить к вариациям широким хватом, подтягиванием в переднем висе, закрытом, подтягиванием на одну руку или с отягощением. С приседаниями можно от обычных переходить к болгарским и с акцентом на одну ногу, приседаниям на одной ноге или на двух, но в жилете-утяжелителе, или с гирей. Для тех, кто уже занимается около года и более, тут, кроме базы, стоит больше подключить и изоляцию. Выбирайте 1-2 базовых упражнения на одну тренировку, а облегченные упражнения на отдельные мышцы, например, трицепс или пресс, оставляем в завершение. Перерыв между базовыми упражнениями делаем больше, от 2 до 5 минут. Между изоляцией можно до 2 минут. Это все в зависимости от целей и восстановления. Экспериментируйте с количеством тренировок в неделю. Плохо как перегрузить мышцу, так и недостаточно ее нагрузить. Главный показатель достаточности нагрузки – это рост результата. Всегда меняйте что-то на своих тренировках. Время отдыха, порядок упражнений. Но приоритетные ставим в начало. Отдых между тренировками, нагрузку, скорость выполнения, количество. Меняйте. Вот полный пример усложнений отжиманий. Отжимания с колен, далее от лавочки или со стула. Дальше с ровных ног и руками на полу, то есть классические. Потом глубокие отжимания с ногами и руками на брусьях или на упорах для отжиманий, на полу. Дальше ноги ставим на возвышенность и руки на полу. Потом отжимания на брусьях обычные и подводящие к отжиманиям в стойке на руках, на полу. V-образные отжимания на полу. L-образные отжимания с ногами на возвышенности, а корпус перпендикулярно полу. Потом отжимания у стены. Постепенно начинаем тренировать без опоры ногами. И так далее. Это очень много-много различных вариаций промежуточных упражнений по прокачке своего персонажа. В реальной жизни, будто в компьютерной игре. Какой же подход на практике стоит использовать, если вы делаете около 20 раз и более в базовом упражнении, и ваша цель усложнить упражнение, наращивать мышцы, а не количество? Тут делаем стандартные схемы по подходам на 10-15 повторений в подходе и используем усложнения, которые я рассказал выше. Но базой тут будет также уже и отжимания на брусьях, и подтягивания с отягощением, и приседания с гирей или жилетом. Для скорейшего роста мышц всегда нужен дополнительный, повышающийся в меру стресс и восстановление. Ну и еще вариант построения тренировки, когда вы стараетесь увеличить количество раз. Тут, например, вы делаете 15 подтягиваний и 25 отжиманий на брусьях. Это наиболее часто для застоя. Стоит использовать несколько методик на разных тренировках. Например, проходим в лесенке до максимума. Цепляем отягощение на пояс. Это важно именно для количества раз. Небольшие грузики до 5-7 кг. Иногда будет полезна и сверхнагрузка, то есть с весами побольше, на 5-7 повторений максимум. Или же наоборот, проводить облегченные подтягивания с резинкой и тем самым пробивать застой. Также полезно будет висеть на статику, на перекладине, на согнутых руках на время. Но основные тренировки – это подтягивания без отягощений, обычные подтягивания. Тут уже не будет так эффективно, если мы будем делать на общую сумму повторений в подходах за одну тренировку. Тут нам нужно уже стремиться сделать больше именно за конкретный один подход. Так сколько же делать в подходе? Кстати, расширенную версию этого сюжета я размещу в телеграм-канале Владарович. Там активный чат между атлетами для обмена опытом и мои статьи. Ссылка в закрепленном комментарии. По количеству раз не нужно делать все на максимум.
Это может дать обратный эффект или помочь только в краткосрочной перспективе. А потом у большинства будет застой, и нервной системе сложно делать все на максимум. Ну, если только вы не спите по 10 часов и не принимаете восстановительные добавки. И то шанс при этом травмироваться все равно есть. Так вот, лучше один подход на тренировке делать в отказ, и далее делать неотказные. Количество таких подходов будет определяться вашим текущим уровнем подготовки, и объем повторений будет расти, как и количество раз в одном подходе. Комбинируйте частоту таких тренировок. Когда-то проведете 2 в неделю, когда-то 3, когда-то 1, и отслеживайте, когда успеваете восстановиться лучше. Достаточно, чтобы не откатить в уровне и затем прогрессировать. Можно проводить такие круговые тренировки, то есть турник и следом брусья. Это тоже поможет развить выносливость. А как вы тренируетесь и к каким результатам стремитесь? Делитесь в комментариях. Также смотрите в плейлисте на экране другое полезное видео. Лайк, подписка. Автор сюжета Владарович. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу.